Hare Krishna. So this evening, I thought we'd speak something from Chaitanya Charitamrita. Итак, сегодня вечером мы хотели поговорить немного из Чайтаньи Чаритамриты. This concerns the Lord's attempt to go to Vrindavan. Эта история связана с попыткой Господа отправиться во Вриндаван. When Chaitanya Mahaprabhu took sannyas, then he wanted to go immediately to Vrindavan. Как только Господь Чайтанья принял саньясу, он немедленно хотел отправиться во Вриндаван. And he was wandering in ecstatic love of Krishna on the bank of the Ganga. И он ходил по берегу Ганги, охваченный экстатической любовью к Кришне. And he thought it was river Yamuna. И он подумал, что это река Ямуна. And Lord Nityananda told him, yes, it's Yamuna. И Господь Нитянанда сказал ему, да, это Ямуна. And in this way he requested Chaitanya Mahaprabhu to get in a boat to cross the Yamuna. И таким образом Господь Нитянанда попросил Господа Чайтанью, чтобы тот сел в лодку и пересек реку Ямуну. But on the other side, Advaitacharya and all the devotees from Navadvip were waiting. Но на другом берегу его уже ждал Адвайтачарья и все остальные преданные из Навадвипы. So it was actually Shantipur, the home of Advaita. На самом деле это место называлось Шантипур, дом Адвайтачарьи. And Lord Chaitanya said, you have tricked me. И Господь Чайтанья сказал Господу Нитянанде, ты меня обманул. This is the Ganga. Это Ганга. But Advaita said, well, actually, both Yamuna and Ganga are flowing together. Но Адвайта сказал, что на самом деле и Ганга, и Ямуна, они текут рядышком. Because they joined together in Prayag. Потому что они в месте, которое называется Праяг, они сливаются. So actually, Yamuna is on the right side and Ganga is on the left side. И на самом деле Ямуна, она течет по правому берегу, а Ганга по левому берегу. So it's correct what Lord Nityananda said. Actually, that is Yamuna. You were wandering on the bank of Yamuna. И на самом деле то, что Господь Нитянанда сказал, это была правда, что это была Ямуна. И ты, Господь Чайтанья, ходил по берегу Ямуны. Anyway, Lord Chaitanya, he agreed to stay at the home of Advaita for about 10 days. Но так или иначе, Господь Чайтанья, он согласился остановиться в доме Адвайтачарьи на примерно 10 дней. And they had ecstatic kirtan together with all the devotees from Navadvip. И они вместе со всеми преданными из Навадвипы проводили там экстатические киртаны. And Mother Sachi was able to cook for the Lord for 10 days. И мать Шачи, она могла в течение целых 10 дней готовить для Господа. And then, when Lord wanted to go to Vrindavan, she requested him, please, it's too far away, I won't get news of you. Please make your headquarters in Jagannath Puri. И когда Господь уже собирался отправиться в Вриндаван, то мать Шачи, она начала умолять его, пожалуйста, Господь, Вриндаван это очень далеко отсюда, поэтому ты отправляйся лучше в Джаганнатхапури и сделай там свою штаб-квартиру, чтобы я могла получать от тебя новости. Devotees are always coming and going from Bengal to Puri, so it'll be easy to get news. И так как преданные, они постоянно ходят из Бенгалии в Пури, то мне будет гораздо проще получать от тебя новости. So Lord agreed. И Господь согласился. And he went to Puri along with Nityananda and some other devotees. И отправился в Пури вместе с Господом Нитянандой и еще несколькими преданными. On the way, Lord Nityananda broke Lord Chaitanya's danda, sannyas danda, and threw it in the river. И по дороге Господь Нитянанда, он сломал данду Господа Чайтаньи, вот эту палку посох саньяси, и бросил ее в реку. Devotees, they didn't like to see Lord Chaitanya, performing such austerities. Преданным не очень нравилось видеть, как Господь Чайтанья совершал все эти аскезы. He had shaved off his long, beautiful hair. Ему пришлось обрить свои прекрасные длинные волосы. And carrying a danda. И носить эту данду. And sleeping on the ground. Спать на земле. So they felt he's the Supreme Lord. Why should he have to undergo such austerities? Они подумали, это же Верховный Господь, зачем ему совершать такие аскезы?
But anyway, Mahaprabhu wanted to follow the strict rules of sannyas ashram. Но так или иначе, Махапрабху, он хотел следовать этим строгим правилам саньяси, ашрамы саньяси. So he was not pleased, and he asked Nityananda, "Where's my danda?" И поэтому ему это очень не понравилось. Он спросил Господа Нитянанду, где моя данда? And Nityananda said, "We were dancing in ecstasy, and we embraced, and danda was broken. So I threw it away in the river." И Господь Нитянанда сказал, что мы с тобой танцевали в экстазе, обнялись, и данда поломалась. Поэтому я выбросил ее в реку. So Mahaprabhu said, "I'm going alone to Puri. You can go in front or behind." И Махапрабху сказал, что я иду один в Пури. Вы можете идти либо спереди меня, либо сзади меня. So they said, "You please go ahead." И тогда они сказали, пожалуйста, иди вперед. Anyway, he went ahead, and later they came and joined him. И так он пошел вперед, и потом они присоединились к нему, догнали его. After some time, Lord Chaitanya went to South India and Western India for a tour of about 6 years. И через какое-то время Господь Чайтанья отправился в Южную Индию и Западную Индию в свой тур примерно на 6 лет. And then again he returned to Jagannath Puri. И затем он опять вернулся в Джаганнатхапури. Then he wanted again to go to Vrindavan. И затем он опять захотел пойти во Вриндаван. So he set out along the main road И он отправился по главной дороге and passed through Navadvip. прошел через Навадвипу. So, because he was a well-known personality, so many people started to follow him. И поскольку он был очень известной личностью, то много-много людей начало идти за ним. In fact, the people were taking the dust from the road, and there were big holes in the road. На самом деле люди, они брали вот пыль со стоп Господа Чайтаньи, так, когда он проходил по дороге, и там вот образовывались огромные ямы. Thousands of people were following. За ним шли тысячи людей. One devotee called Nishringananda Brahmachari, in Navadvip, he began to meditate on decorating the road for the Lord. И в Навадвипе был один преданный, которого звали Нарисимхананда Брахмачари, и он начал в своей медитации прокладывать дорогу для Господа и украшать ее. He was sweeping the road and sprinkling water, scented water. Он подметал эту дорогу, он брызгал ее ароматизированной водой. And then he planted nice trees and flowering bushes along the edge of the road. И по краям дороги он садил очень прекрасные деревья и такие вьющиеся заросли. And then he put jewels on the road. И затем он начал ложить на эту дорогу драгоценные камни. So in this way he was meditating. И так он медитировал. But at one point he could not decorate the road any further. Но в какой-то момент времени его медитация остановилась, и он больше не мог прокладывать эту дорогу и украшать ее. He tried again and again. Он снова и снова пытался это делать. But could not decorate the road any further. Но он дальше не мог проложить ее. And therefore he concluded that Lord will not go to Vrindavan. И поэтому пришел к заключению, что Господь не пойдет во Вриндаван. So actually what happened was Lord Chaitanya went to Ramakeli. Что случилось на самом деле? Господь Чайтанья пришел в место, которое называется Рамакели. This is a small village on the outskirts of Gora, which was then the capital of Bengal. Гора. Gora. Это была небольшая деревенька, которая находилась на окраинах Горы. Гора в то время была столицей Бенгалии. In the present day, Malda district. В настоящее время это район Молда. So Gora was the capital of the Nawab Hussain Shah. И вот эта Гора, она была столицей Nawab Hussain Shah. And Rupa and Sanatan Goswami at that time lived in this kind of suburb, I guess, Ramakeli. И вот Рупа и Санатана Госвами, они жили вот в этом пригороде или окраине Горы, который назывался Рамакели. And
they had actually Muslim names, Dabir Kas and Shakar Malik. И на самом деле у них были мусульманские имена Дабир Khas и Сакар Малик. They were born in a Brahmin families, but because they worked for the Muslim government, they were considered outcasts. И они хотя были рождены в браманских семьях, но поскольку они работали на мусульман, то они считались внекастовыми. So they had heard about Chaitanya Mahaprabhu. И они услышали о Чайтаньи Махапрабху. And they desired to actually get free from the government service and surrender to Mahaprabhu. И они решили освободиться от служения правительству и полностью предаться Махапрабху. So Mahaprabhu actually, he didn't go to Bengal that time, to Vrindavan that time. И на самом деле Махапрабху в этот раз не пошел в Вриндаван. He actually just went to deliver Rupa and Sanatan. На самом деле он пришел только ради того, чтобы освободить Рупу и Санатану. They came before him with straw in their mouths and offered dandavats. Они пришли к нему, зажав солому в зубах, и они в дандавате упали перед ним. This is a sign of great humility, especially for a chief minister and finance minister of the government. И это был знак очень большого смирения, в особенности учитывая то, что они были главным министром и главным финансовым министром правительства. And they requested Mahaprabhu to deliver them. Они попросили Махапрабху, чтобы он их спас, освободил. And Mahaprabhu, he said, yes, you continue some time with your duties, but by Krishna's grace you will be delivered. И Махапрабху сказал, что да, вы просто продолжаете свои обязанности в течение какого-то времени, и по милости Кришны вы будете освобождены. So Sanatana Goswami said to him, it's not a good idea to go to Vrindavan with thousands of people. И Санатана Госвами сказал ему, что это не очень хорошая идея идти во Вриндаван, будучи окруженным тысячами людей. So Mahaprabhu continued a little bit on the way, but he was thinking again and again about what Sanatana said. И Махапрабху немножко пошел дальше, но он снова и снова вспоминал то, что ему сказал Санатана Госвами. And finally he decided, yes, Sanatana Goswami is correct. И в конце концов он принял решение, что да, то, что сказал Санатана Госвами, это правда. Not good to go to Vrindavan with so many people. Не очень хорошо идти во Вриндаван с такой толпой людей. So he reached a place called Kanai-Natchala on the bank of the Ganga. И он дошел до места Канай-Натшала, которое находится на берегу Ганги. And then he turned back. И затем вернулся обратно. So that's why Nrsimhananda Brahmachi could not decorate the road any further than Kanai-Natchala. И именно поэтому Нрисимхананда Брамачари, он не мог продолжать прокладывать свою дорогу и украшать ее дальше, чем Канай-Натшала. And so he came back through Navadvip again. И опять Господь Чайтанья вернулся через Навадвипу. And he also visited nearby in Shantipur again. И он опять отправился в Шантипур, который находился недалеко оттуда. And that time Raghunath Das came to meet him. И в этот момент туда пришел, чтобы встретиться с ним, Рагунат Дас Госвами. So Raghunath Das was a son of a very wealthy landowner called Govardhan. И Рагунат Дас, он был сыном очень богатого землевладельца, которого звали Говардхан. And his brother's name brother of Govardhan was called Hiranya and Govardhan Majumdar. И брата Говардхана звали Хирани, то есть они были известны как Хирани и Говардхан Маджумудары. So Raghunath Das was the only son of Govardhan. И Рагунат Дас был единственным сыном Говардхана. So he very much wanted that my son should take care of my property, my land, my wealth. И Говардхан очень сильно хотел, чтобы его сын, он позаботился о его собственности, о его земле, о его богатстве. They were very pious men. Оба они были очень благочестивыми людьми. And in fact they used to sponsor festivals for the Vaishnavas. И они часто спонсировали фестивали для вайшнавов. Once they had arranged a big
program with Haridas Thakur. И однажды они организовали большую программу с Харидасом Такуром. And Haridas spoke about the glories of the holy name. И там Харидас начал говорить о славе святого имени. And he said that just by even chanting the holy name in Nama Bas, that is a clearing stage, one can attain liberation. И там он сказал, что человек может, даже просто повторяя святое имя на уровне Намабхасы, это очистительной стадии, он может благодаря этому обрести освобождение. So one caste Brahmin there, who worked for the Majumdars, he challenged Haridas. И там был один кастовый браман, который работал на этих двух маджумадаров, он бросил вызов Харидасу. He said it takes many lifetimes to attain liberation. Он сказал, что чтобы обрести освобождение, необходимо много жизней. So this is just a statement of a sentimental devotee. И то, что ты говоришь, это похоже на утверждение какого-то там сентиментального преданного. If one cannot attain liberation by Nama Bas, he said to Haridas, I'll cut off your nose. И он сказал Харидасу, если человек не обретет освобождение, практикуя Намабхас, я отрублю тебе твой нос. But Haridas replied very calmly, these are the statements of the scriptures. Но Харидас очень мягко ответил, но это же утверждение Священного Писания. If they are not correct, he said, I'll cut off my own nose. Если это неправда, если они говорят неправду, то я сам себе отрублю свой нос. So this created a big disturbance in the assembly. И все это создало очень большое беспокойство в этом собрании. All the gentlemen there were very upset with this Gopal Chakravarti, this caste Brahmin. И все, кто собрался там, они были вне себя, они очень разгневались на этого Гопала Чакраварти, так звали этого кастового брамана. And the Majumdars dismissed him from their service. И маджумадары, они просто выгнали его со служения. After some time, he got leprosy. И через какое-то время он заболел проказой. He had a beautiful long nose, beautiful long fingers. И у него был такой очень длинный, красивый нос, и очень длинные такие вот тонкие, So they all изящные fell пальчики. off due to leprosy. И все они отворились у него из-за проказа. In this way, he got very severe reaction for his offenses. Таким образом, он получил очень суровые реакции за свои оскорбления. Haridas was sorry to hear it. И Харидасу было очень жалко слышать то, что с ним You know, he случилось. didn't have any bad feeling towards that person. Он не имел никаких плохих чувств по отношению к этому человеку. But what to do? He was in ignorance and he offended a exalted Vaishnava. Но что поделать, этот человек был в невежестве, и он совершил, и он оскорбил возвышенного Вайшнава. So anyway, Govardhan and Hiranya, you know, they were wealthy householders. Ну так или иначе, Гавардхан и Хирани, они были богатыми семейными людьми. Chaitanya Mahaprabhu jokingly once said that they are, you know, living like in a ditch where one passes stool. И Господь Чайтаньи однажды, он так очень с шуткой сказал, что они живут просто, их жизнь подобна жизни человека в канаве, куда все испражняются. You see, this is in a joking mood, he said. Да, шутя так сказал. The materialistic life, you know, with so much money and land, etc., is not the purest platform. То, что материалистическая жизнь, когда у вас очень много земли, денег, это не самый чистый уровень, на котором можно находиться. So Raghunath Das, he was very attracted by Chaitanya Mahaprabhu. И Рагунатха Дас, он очень привлекся Чайтаньи Махапрабху. And as Mahaprabhu was going back to Puri, he stopped in Shantipur and Raghunath Das met him. И когда Господь Чайтаньи, он возвращался обратно в Джаганнатхапури, он остановился в Шантипуре, и там с ним встретился Рагунатха Дас. Advaita Acharya used to always favor Raghunath by giving him remnants of food left by the Lord. И Адвайта Ачарья, он обычно всегда проливал свою милость на Рагунатха Даса, он давал ему остатки Махапрасада от Господа. So Raghunath became very attracted by Chaitanya Mahaprabhu. И поэтому Рагунат Дас, он очень привлекся Чайтаньи Махапрабху. He used to try to run away from home constantly. Он снова и снова пытался убежать из дома. But his father kept guards who would bring him back every time.
Но его отец, он нанял охранников, которые снова и снова приводили его обратно. And Raghunath, during his association with Mahaprabhu, he asked Mahaprabhu, please deliver me. И когда Рагунат Хадас, он общался с Махапрабху, он начал умолять Махапрабху: Господь, пожалуйста, спаси меня. But Mahaprabhu said, be patient and return home. Don't be a crazy fellow. И Махапрабху сказал ему: успокойся, возвращайся домой и не будь подобен просто какому-то сумасшедшему. Do not make yourself a show bottle devotee and become a false renunciate. Не превращайся в какого-то показного преданного и ложного отреченного человека. For the time being, enjoy the material world in a befitting way and do not become attached to it. На какое-то время наслаждайся этим материальным миром так, насколько тебе это доступно, и не привлекайся к нему. Within your heart, you should keep yourself very faithful, but externally, you may behave like an ordinary man. В своем сердце храни эту очень большую веру, но внешне ты можешь вести себя подобно обычному человеку. Thus, Krishna will soon be pleased and deliver you from the clutches of Maya. И тогда Кришна очень скоро будет доволен тобою и освободит себя от власти Майи. You can see me at Puri when I return after visiting Vrindavan. И ты можешь встретиться со мной в Пури, когда я вернусь после того, как я приду из Вриндавана. So Mahaprabhu, he did have the plan to go back to Puri and from there go to Vrindavan. Итак, у Махапрабху были такие планы вернуться обратно в Пури и оттуда уже пойти в Вриндаван. By another route through the Jharkhanda forest. По другой дороге, которая вела через лес Джариканда. And then come back again, and then Raghunath could meet him. И затем вернуться обратно, и вот тогда Рагунатха мог с ним встретиться. By that time, Mahaprabhu said, you can think of some trick to escape. И Махапрабху сказал, что вот пока это время, вот за это все время ты можешь подумать о том, как придумать какую-то уловку, чтобы убежать. What kind of means you will have to use at that time will be revealed by Krishna. И именно в этот момент он сказал, что Кришна проявит себе вот тот способ, которым тебе нужно будет воспользоваться, чтобы убежать. If one has Krishna's mercy, no one can check him. Если у кого-то есть милость Кришны, никто не сможет его остановить. So in this way, Raghunath Das remained at home, doing his duties very nicely. Итак, Рагунат Хадас остался дома и очень тщательно исполнял свои обязанности. His mother and father became very pleased. Его отец и мать, они были очень довольны им. And because of this, they relaxed their guard. И из-за этого они немножко так вот, ослабили охрану. Later, he was able to escape. И затем он был способен убежать. And went to Puri, not on the main road, but by some back roads. И он отправился в Пури, но не по главной дороге, а какими-то такими окольными путями. And there he took shelter of Sri Chaitanya Mahaprabhu. И там он принял прибежище у Шри Чайтаньи Махапрабху. Anyway, after this meeting at Shantipur, Mahaprabhu bade farewell again to all the devotees. И так или иначе, после вот этой встречи в Шантипуре, Господь Чайтанья попрощался со всеми своими преданными. And he asked their blessings to go to Vrindavan. И попросил благословения, чтобы он мог отправиться в Вриндаван. He also met his mother again. И он снова встретился со своей матерью. And clasping her feet, he humbly requested her permission to go to Vrindavan. И, схватившись за ее стопы, он очень смиренно начал просить ее разрешения отправиться в Вриндаван. So she gave permission. И она разрешила ему. In this way, then, she went back to Navadvip, and Lord Chaitanya returned to Jagannath Puri. И таким образом она вернулась обратно в Навадвипу, а Господь Чайтанья вернулся в Джаганнатха-пури. So this first attempt then to go to Vrindavan was very important because Lord Chaitanya, he delivered Rup Sanatan and Raghunath Das. И эта первая попытка Господа Чайтаньи отправиться в Вриндаван, она на самом деле была очень важна, потому что в ходе этой попытки Господь Чайтанья освободил группу и Санатану, и также Рагунатха Даса. And they are, of course, very important followers and associates of the Lord. И они, конечно же, являются очень важными последователями и спутниками Господа. In whom Lord Chaitanya entrusted many important aspects of the Sankirtan movement. Которым Господь Чайтанья верил
очень много важных аспектов движения Санкиртана. Anyway, when Lord Chaitanya went back to Puri, then he thought, Madhavendra Puri went to Vrindavan alone. Но так или иначе, когда Господь Чайтанья вернулся в Пури, то он подумал, Мадхавендра Пури, он отправился в Вриндаван в одиночку. I was going to Vrindavan like a magician with his show. Я же шел во Вриндаван, подобно какому-то фокуснику, показывающему фокусы по дороге. This is certainly not good. Это, конечно же, не так, очень плохо. No one should go to Vrindavan with so many men. Никто не должен отправляться во Вриндаван, окруженный столькими людьми. I have therefore resolved to go alone, or at most with a servant. In this way my journey to Vrindavan will be very beautiful. Поэтому я решил, что я отправлюсь в Вриндаван либо в одиночку, либо с одним-двумя слугами. Таким образом, мое путешествие в Вриндаван увенчается успехом. So he said to the devotees, I wish you will all be pleased with me and tell me how to be able to go to Vrindavan without impediments. И таким образом он сказал, обратился ко всем преданным, я хотел бы, чтобы вы были довольны мною, и, пожалуйста, скажите мне, как я могу отправиться во Вриндаван, чтобы у меня не было никаких препятствий. Gadadhar Pandit said, wherever you stay is Vrindavan, as well as the river Yamuna, the river Ganges, and all other places of pilgrimage. И Гададхар Пандит сказал ему, где бы ты ни находился, там и есть Вриндаван, там же и Ямуна, и Ганга, и все остальные места паломничества. Although wherever you stay is Vrindavan, you will still go to Vrindavan to instruct people. И хотя где бы ты ни находился, там и есть Вриндаван, ты все равно отправляешься в Вриндаван, чтобы дать людям наставление. Yes, to show example. Чтобы показать пример. That is such an important holy place of pilgrimage. Что Вриндаван это такое важное место паломничества. So Gadadhar Pandit, stay here for 4 months of the rainy season, and then you are free to go to Vrindavan. И затем Гададхар Пандит сказал ему, ты останешься здесь на 4 месяца сезона дождей, и потом ты можешь свободно отправляться в Вриндаван. So all the devotees were very happy. И все преданные были очень счастливы от этого. They associated with the Lord for 4 more months. Они общались с Господом в течение еще 4 месяцев. And then Lord departed for Vrindavan, taking only Balabhadra Bhattacharya, a Brahmin, and one other assistant of Balabhadra Bhattacharya. И тогда Господь Чайтанья отправился в Вриндаван, взяв с собой только 2 преданных. Это был Балабхадра Бхаттачарья, Браман, и другой был тоже помощник Балабхадра Бхаттачарья, еще один человек. So they left in the middle of the night. И они отправились в полночь. Nobody knew they were leaving. Никто не знал, что они уходят. And they passed, instead of going on the main road, they passed through the Jharkhanda forest. Вместо того, чтобы идти по главной дороге, они прошли через лес Джариканда. And there were many wild animals. И там было очень много диких зверей. And Chaitanya Mahaprabhu inspired the tigers and the boars and the deer to chant the holy names of Krishna. И там Господь Чайтанья, он вдохновлял тигров, вепрей и оленей, чтобы они повторяли святые имена Господа Хари. Elephants also. Также слонов. And in this way he performed amazing miracle. И таким образом Господь Чайтанья совершил великое чудо. Not only they were chanting the holy names, but they were embracing one another. И они не только повторяли святые имена, они еще и обнимались друг с другом. So then Mahaprabhu, he went to Varanasi. И затем Махапрабху отправился в Варанаси. Stayed for a few days with Tapan Mishra and Chandrasekhar. Остался там на несколько дней с Тапаном Мишром и Чандрашекхаром. At that time, the Mayavadi Sanyasis criticized that he is a sentimentalist. И в это время саньяси Майявади начали критиковать его, что он просто какой-то сентименталист. It was very disturbing for Tapan Mishra. И это очень беспокоило Тапана Мишру. But anyway, Mahaprabhu left and he went to Vrindavan. Но так или иначе Махапрабху ушел из Варанаси и пошел дальше в Вриндаван. And there he visited many holy places. И там он посетил много святых мест. He discovered the original place of Radhakund and Shyamakund. Он нашел изначальное место, где находились Радхакунда и Шьямакунда. They were just places in a
rice field, and Mahaprabhu dug them out with his hands. Это были просто две такие небольшие лужицы в рисовых полях, и Господь Чайтанья просто сам своими руками расширил их. So Balabhadra helped him to visit all the holy places. И Балабхадра помог ему посетить все эти святые места. And also there were two devotees, local devotees, one Rajput Krishnadas and one Sanadiya Brahmana. И там было также два других преданных. Это один из них это Раджпут Кришнадас, а другой это Санадия Браман. Sanadiya Brahmana was actually a disciple of Madhavendra Puri. И этот Санадия Браман на самом деле был учеником Мадхавендра Пури. A god brother of Mahaprabhu's spiritual master Ishwara Puri. Духовного брата. Он был духовным братом духовного учителя Господа Чайтаньи Ишвара Пури. Normally, a sannyasi like Mahaprabhu did not eat in the home of that type of Brahmin, was not considered very high Brahmin. И вот обычно саньяси, вот такие как Чайтанья Махапрабху, они не принимали пищу в домах таких браманов, потому что такие браманы не считались браманами высшего класса. But because Madhavendra Puri took prasad there, therefore Lord Chaitanya also took prasad. Но поскольку в доме этого брамана принял прасад Мадхавендра Пури, Господь Чайтанья тоже это сделал. So these four persons then accompanied Mahaprabhu on his tour of Vrindavan. Rajput Krishnadas, Sanadiya Brahman, Balabhadra Bhattacharya, and one assistant Brahman. И вот эти 4 человека, они вот вместе, они ходили с Господом Чайтаньей по Вриндавану. Это Раджапут Кришнадас, Санадия Браман, Балабхадра Бхаттачарья и его помощник. And Mahaprabhu was in great ecstasy everywhere. И повсюду Господь Чайтанья испытывал очень большой экстаз. Often he would jump in the Yamuna River Очень часто он просто бросался в реку Ямуну and lose consciousness. и терял сознание. So with great difficulty, Balabhadra was able to get him out. И Балабхадра, он с большим трудом мог вытащить его оттуда. And crowds of people used to gather. И там собирались толпы людей. So Balabhadra requested Mahaprabhu, please, he said, let us leave. Let us go to Prayag for the Magh Mela. И поэтому Балабхадра попросил Господа Чайтаньи: Господь, пожалуйста, пойдем отсюда. Мы хотим, чтобы я хочу, чтобы мы пошли в Праяг на Магh Мелу. I cannot tolerate all these crowds of people. Я не могу просто терпеть все эти толпы людей. So Mahaprabhu said, I am indebted to you. You have shown me Vrindavan. All right, wherever you want to take me, I will go. И Махапрабху сказал, что я перед тобой в очень большом долгу, потому что ты показал мне Вриндаван, и поэтому куда бы ты ни хотел, чтобы я пошел, я пойду туда. Хорошо. So on the way, Mahaprabhu lost consciousness. И по дороге Махапрабху потерял сознание. And some Muslim soldiers called Pathan soldiers came there. И туда пришли мусульманские солдаты, которые звали солдаты Патаны. And they said, you rascals, you 4 rascals, you have given this sannyasi poison and stolen all his belongings. Они сказали: вы 4 негодяев, вы просто дали этому саньясу яд и украли или обокрали его. We'll kill you. Мы вас просто убьем. But Krishnadas, he was very brave. He said, I have my home nearby. I have 200 Turkish soldiers and many cannons. I will call them and they'll kill all of you. И Раджпут, он был таким очень отважным воином. Он сказал, что я тут недалеко живу, у меня 200 солдат турков и других еще конников, поэтому я их просто позову, они всех вас поубивают. This sannyasi has a disease called epilepsy. У этого саньяси болезнь, которая называется эпилепсия. Wait for some time, he will return to consciousness. Подождите немного, и он вернется в сознание. So sure enough, Mahaprabhu returned to consciousness after a short time. Так и произошло, Махапрабху через очень короткое время вернулся в сознание. And the Pathan soldiers said, these rascals have given you poison and stolen your belongings. Эти солдаты Патаны, они обратились к нему и сказали, что эти 4 негодяев, они дали тебе яд и обокрали тебя. Mahaprabhu said, no, these are my associates. И Махапрабху сказал, что нет, эти 4 это мои спутники. I have a disease, sometimes I lose consciousness. И у меня болезнь, я иногда теряю сознание. Then he had discussion with their leader. И тогда он начал говорить с их лидером. And defeated him.
и победил его в споре, в диспуте. And in this way, that person and all the soldiers became followers of Mahaprabhu. И таким образом этот начальник и все его солдаты стали последователями Махапрабху. They are known as the Patan Vaishnavas. И они стали известны как Патаны Вайшнавы. So then Mahaprabhu continued to Prayag, И затем Махапрабху продолжил свою дорогу к Праягу. and there he met Rupa Goswami, И там он встретился с Рупа Госвами, who had escaped from his government post. который к этому времени уже убежал со своего поста в правительстве. And Mahaprabhu gave him extensive instructions И Махапрабху дал ему очень подробное наставление, on which he has based the Bhakti Rasamrita Sindhu. на которых Рупа Госвами основал Бхакти Расамрита Синдху. And Mahaprabhu sent him to Vrindavan. И Махапрабху отправил его в Вриндаван. Then he continued to Varanasi, И затем он продолжил свой путь к Варанаси. and there he met Sanatana Goswami, who had also escaped, И там он встретился с Санатаном Госвами, который тоже уже успел убежать. and gave him also very extensive И instructions, тоже дал ему очень подробное наставление, on which he also wrote several books. на основе которых тот тоже написал несколько книг. And Tapan Mishra and Chandrasekhar arranged for Mahaprabhu to meet with the Mayavadi sannyasis headed by Prakashananda. И Тапан Мишра и Чандра Шикар, они устроили так, чтобы Махапрабху мог встретиться со всеми этими саньяси Майявади, которых возглавлял Пракашананда So Сарасвати. Mahaprabhu was able to defeat them, and they also became his followers. И Махапрабху, он смог их всех победить, и они все стали его последователями. Yeah, so in this way, he continued and went back to Jagannath Puri. И таким образом он продолжил свой путь и вернулся обратно в Джаганнатхапури. So that's short description of Chaitanya Mahaprabhu's attempt to go to Vrindavan, first attempt, and then his second attempt, which was successful. Вот таково краткое описание первой попытки, неудачной попытки Господа Чайтаньи пойти во Вриндаван, и второй удачной попытки, в которой он пришел таки во Вриндаван. But both of these journeys were important, Но оба этих путешествия, они очень важны. especially because he delivered the Rupa and Sanatan in the first, and also Raghunath Das, and in the second he gave the extensive instructions to Rupa and Sanatan Goswami. И почему? Потому что во время первого он смог освободить Рупу, Санатану Госвами и Рагунатха Даса, и во время второго он дал очень подробное наставление Рупе и Санатане Госвами. And Rupa, Sanatan Goswami, Raghunath Das Goswami, they are very, very important personalities. И Санатана Госвами и Рагунат Дас Госвами, они очень и очень важные личности. The Chaitanya Charitamrita actually is written by Krishnadas Kaviraj, but is based on the teachings that he received from Raghunath Das Goswami about Mahaprabhu. Чайтанья Чаритамриту написал Кришнадас Кавираджа Госвами, но основал он это все на тех наставлениях, которые он получил от Рагуната Даса Госвами, который рассказывал ему о читании Махапрабху и его учении. They both lived at Radhakund for a long time. Рагунат Дас Госвами и Кришнадас Кавираджа Госвами, они оба жили на берегу Радхакунды в течение долгого времени. And of course Rupa and Sanatan, they excavated so many holy places of pilgrimage, built so many temples in Vrindavan, and wrote so many important books about Krishna consciousness. И, конечно же, Рупа и Санатана Госвами, они открыли очень много важных мест паломничества в Вриндаване, открыли много храмов и написали очень много важных книг о науке преданного служения. Mahaprabhu only left 8 verses Shikshastakam, Махапрабху оставил после себя всего 8 стихов, это молитвы Шикшаштаки. but through Rupa and Sanatan Goswami, he gave the instruction and they compiled so many important books like the Bhakti Rasamrita Sindhu, Brihat Bhagavatamrita, Hari Bhakti Vilas, Upadeshamrita, etc. Но он дал наставление Рупе Санатане Госвами, которые потом написали много очень важных книг, такие как Бхакти Расамрита Синдху, Брихат Бхагаватамрита, Упадешамрита и так далее. So, Hare Krishna. Thank you. Any question? Any comment? Есть какие-то вопросы, комментарии? Господь Кришна... Можно погромче, пожалуйста, чтобы я слышал? Господь Кришна не смог осуществить 3 своих сокровенных желания.
в своем приходе, он смог их осуществить только как Господь Чайтаньи. А у Господа Чайтаньи остались какие-то неисполненные желания? Господь Кришна, он не смог исполнить свои 3 желания, будучи Господом Кришной, он смог их исполнить, когда пришел как Господь Чайтанья. А остались ли какие-то неисполненные желания Господа Чайтаньи? Well, yes, Mahaprabhu wanted to spread Krishna consciousness all over the world. Да, Махапрабху хотел распространить сознание Кришны по всему миру. In fact, he said that my holy name will be chanted in every town and village of the world. На самом деле он сказал, что мои святые имена будут повторять в каждом городе и деревне этого мира. But Srila Prabhupada explained, he preached in Bengal, began the Sankirtan movement there. И Прабхупада объяснял то, что он начал проповедовать в Бенгалии, начал там распространять движение Санкиртаны. And he traveled in South India, West India, also North India. И Господь Чайтанья прошелся по Южной Индии, по Западной Индии, по Северной Индии. So in that way spread Krishna consciousness throughout India. Таким образом он распространил сознание Кришны по всей Индии. But, he said, Prabhupada said, he has very kindly left the rest of the world for the International Society for Krishna Consciousness. Дальше Прабхупада говорит интересную вещь. Он говорит, что Господь Чайтанья милостиво оставил весь мир на то, чтобы искону, чтобы он распространил движение Санкиртаны по всему миру. So that's a huge job to spread Krishna consciousness all over the Это world. очень большая работа распространять сознание Кришны по всему миру. So he's still not completely fulfilled. Которая до сих пор еще не закончена. Even though Mahaprabhu said he would send his Senapati Bhakta, great general devotee, to spread Krishna consciousness all over the world. Хотя Махапрабху и сказал то, что он отправит своего Сенапати Бхакта, великого генерала, преданного, который распространит сознание Кришны по всему миру. So we understand that to be Srila Prabhupada. И мы понимаем, что таким генералом стал Шрила Прабхупада. So yes, he has laid the foundation for preaching Krishna consciousness all over the world. И он тем самым заложил основу для проповеди сознания Кришны по всему миру. But still there's a lot of work to do. Но тем не менее, у нас очень много работы, которая нам предстоит. So that is unfulfilled desire of Mahaprabhu. We have to go on serving him, trying to fulfill that desire. И это то неисполненное желание Махапрабху, и мы должны стараться действовать в этом направлении, чтобы исполнить это желание. Yeah. Махарадж рассказывал, как Санатан Госвами делал предложение, или это как наставление читания Махапрабху по поводу того, чтобы он не вел за собой толпу преданных во Вриндаван. Мы понимаем, что Санатан Госвами, когда пришел, он еще не был Санатан Госвами, и Дандават, падал, понимал верховное положение читания Махапрабху, и в то же время уже давал наставление, как бы, что им двигало в этот момент. Well, after all, he was a chief minister. Но так или иначе, он же был главным министром. And he was an intelligent person. И был очень разумным человеком. And he was also concerned that, too many people would attract a lot of attention. It could be dangerous for Mahaprabhu. И он также беспокоится, что столько много людей, они могут привлечь к себе внимание, это большая толпа, это может быть опасно для Махапрабху. So, he was not giving that suggestion in a proud way, but in a very humble way. И он дал это наставление и совет Господу Чайтаньи не свысока вот так вот, не из чувства гордыни свой там, но он делал это очень смиренно. As a servant of the Lord. Как слуга Господа. Могли бы напомнить, через сколько времени после принятия саньясы Чайтанья Махапрабху отправился в Джаганнатха-пури. И были ли в Джаганнатха-пури, проводил ли он ежедневный харинам? Были ли там харинамы? Недавно было обсуждение этого вопроса. Проводились ли харинамы в Джаганнатха-пури, кроме Радхаятры? Вообще, какой была основная деятельность Чайтаньи Махапрабху в Джаганнатха-пури? Well, he went to Puri, very soon after taking sannyas. He only stopped there about 10 days, I think, in Shantipur, and then he went to Puri.
Но он очень скоро отправился в Джаганнатхапури, после того, как он принял саньяс, он пришел, как мы рассказывали, в Шантипур, и там всего 10 дней провел, и потом сразу пошел в Джаганнатхапури. And was there Sankirtan? I think we should assume, yes, there was Sankirtan. И мы должны принять, что да, там должна была быть Санкиртан. At least when all the Bengali devotees were there, surely they performed Sankirtan. Ну, по крайней мере, когда туда приходили все бенгальские преданные, они должны были проводить Санкиртан. They were there 4 months every year. Там они приходили на 4 месяца каждый год. Of course, as time went by and Mahaprabhu became more and more absorbed in the, mood of Radharani and the gopis, and mainly, he was discussing high topics with close associates like Ramananda Roy, Swarup Damodar, Sarvabhauma Bhattacharya. Но по мере того, как время шло дальше, он все больше погружался в то, чтобы обсуждать и как-то помнить о очень сокровенных отношениях Кришны и Шримати Радхарани, поэтому он все больше и больше делал это со своими спутниками, близкими спутниками, такими как Сварупа Дамодар Госвами, Рамананда Рой, Сарвабхаума Бхаттачарья. But in the 4 months every year when the Bengali devotees came, or when devotees came from Bengal, then definitely it was a very festive mood, and there was, prasadam, and surely it would have been kirtan also. Но вот эти 4 месяца в году, когда приходили преданные из Бенгалии, это было большое такое собрание преданных, там такой фестиваль проходил своего рода, и они очень много вкушали прасад, и я уверен, что там очень много было киртанов. Different devotees would invite Chaitanya Mahaprabhu to their homes. Разные преданные приглашали Господа Чайтаньи к себе домой. Cooked very nice prasadam. Готовили для него очень хороший прасад. So surely they also had kirtan. И, несомненно, они проводили там киртаны. Вы сказали, что у Искон еще очень много работы по проповеди и сохранению сознания Кришны. Вы не один десяток лет, как лидер и как сторонний наблюдатель, видите, как происходит эта проповедь. В последние годы, на мой взгляд, она уменьшилась. Может, она принимает какие-то другие формы, которые я не понимаю. Как вы видите сейчас эту проповедь? Well, I mean, definitely in certain countries the movement has gotten very, very big, like India, Bangladesh, Malaysia. The movement has got very big. Ну, конечно же, в некоторых странах наше движение Сознания Кришны стало очень большим, широким, такие как Индия, Бангладеш, Малайзия. And, even I think Ukraine, Russia, the movement, I don't know here, Belarus, but Russia and Ukraine seem to be doing well. Но, по крайней мере, вот я не знаю, как насчет Беларуси, но вот Россия и Украина, они растут, там все расширяется. So, I think movement is expanding, yes. And if you take overall, yes, I think it's expanding. И если посмотреть в целом вот наше движение Сознания Кришны, мне кажется, что оно расширяется. Что, Беларусь? Да, тоже расширяется. Но он говорит, нет? Появляются люди, непонятно, новые люди. Каждое воскресенье у нас приходит по 10 человек новых. Каждое воскресенье. Это они просто еще приходят, и их можно увидеть. А те, которые не приходят, но не заходят в алтарную, таких очень много людей. Anyway, so, yes. I think, some places the movement may be, stable, maybe not increasing so much. Other places it's increasing a lot, but overall, I would say yes, it's increasing. It's increasing. Ну да, если посмотреть, то в каких-то местах наше Сознание Кришны, оно такое же, как есть, не больше, не меньше, в каких-то оно увеличивается, в каких-то меньше. Но так или иначе, если в общем посмотреть, в целом Искон, то вот в общем оно растет. Спасибо большое за лекцию. Если можно, 2 вопроса. Первый, что зачем нам становиться смиренными? Неужели Богу нужны безвольные послушники? Why should we be humble? Yeah. And? Why Lord needs somebody who has no will, just like a slave?
Humility doesn't mean you have to be slave, Но смирение не означает то, что вы должны стать рабом, безвольным рабом. but it just means you shouldn't be puffed up. Это только значит то, что вы не должны гордиться. And Chaitanya Mahaprabhu said, Trinadapi sunichena, tarorapi sahishnuna, amani namadadena kirtaniya sadahari. One should chant the holy name of the Lord in a humble state of mind. Господь Чайтаньи сказал в этом стихе Шикшаштаки, что нужно повторять святые имена в смиренном настроении ума, Not expecting prestige and glorification for oneself. не ожидая к себе какого-то особого отношения или прославления. Ready to offer respect to others. Быть готовым всегда оказать почтение другим. But that doesn't mean that, one is just like a slave Но не значит то, что при этом человек становится таким рабом. without any, intelligence. Без какого-то вообще полностью глупого, неразумного. No, one should use one's intelligence and one's abilities to be Krishna consciousness and spread Krishna consciousness. Поэтому необходимо использовать свой разум и все свои способности, чтобы практиковать сознание Кришны и распространять его. To do it with determination and conviction. Чтобы мы делали это с решимостью и убежденностью. Just as Srila Prabhupada, he was very determined, and he was also bold. Как Прабхупада, он был очень таким решительным, но также он был таким немного, как очень уверенным в себе. But he was very humble at the same time. И при этом он был очень смиренным. Considered himself the humble servant of his spiritual master. Считая себя только смиренным слугой своего духовного учителя. Гордиться ж чем-то надо. Все равно же у нас есть эго, мы должны себя отождествить с чем-то. Чувствовать, что мы, действуем от себя, от своего эго. Иначе, допустим, если ты воин, как ты будешь сражаться смиренно? Ты будешь вовлечен, ты будешь чувствовать гнев, ярость. Я не знаю, я понятно объясняю? No, but you can be humble and bold at the same time. Вы можете быть одновременно и смиренным, и очень напористым. Well, Prabhupada once said it like being like a lion in the chase and a lamb at home. Прабхупада часто говорит, что это подобно тому, как вы, когда охотитесь, вы там подобно льву, а когда вы возвращаетесь домой, вы как ягненок. Or he said, soft as a rose and hard as a thunderbolt. И он говорил, что мягкий, как роза, и жесткий, как молния. I think he showed it by his personal example. Я думаю, что он показал это на своем собственном примере. So we tried to follow in his footsteps. И мы должны стараться следовать по его стопам. Можно второй вопрос? Господь в Бхагавад-гите говорит, что как человек предается мне, так я его вознаграждаю. Так что такое предаваться? In Bhagavad Gita, Lord says, as one surrenders to me, I reward him accordingly. What does it mean to surrender to the Lord? Surrender to the Lord means to follow the instructions of the Lord and follow the instructions of one's spiritual master. Предаться Господу значит следовать наставлениям Господа и следовать наставлениям своего духовного учителя. That is what's meant by surrender. Вот это подразумевается под преданием. Следовать творчески, правильно? Не просто безропотно слушать, правильно? Как-то творчески осмысливать эти представления, применять разум, правильно? Yes, I mean, it's not that the guru is, manipulating every moment of your life. Конечно, не значит, что гуру он манипулирует каждым мгновением вашей жизни. He's giving you some general instruction. Он дает вам какие-то общие наставления. But then you have to use your intelligence. How to fulfill that. Но затем вам нужно использовать свой собственный разум, как исполнить эти наставления. To spread Krishna consciousness requires intelligence, it requires courage. Чтобы распространять сознание Кришны, необходимо разум и отвага. But it also requires
humility. но также требуется и смирение. And it requires to encourage other people И также необходимо вдохновлять других людей, to take some responsibility themselves. чтобы они брали на себя какую-то ответственность. So that means you're not just thinking you're the controller of everybody and you try to control everything. То есть не так, что вы считаете, что вы контролируете всех, и вы все контролируете. Because you won't get very far if you have that kind of mood. Потому что если вы в таком настроении, вы далеко не уйдете. You'll push other people down and discourage them. Вы будете, наоборот, просто принижать других людей, задавливать их и расчаровывать их. So, and they'll feel themselves repressed. И они будут чувствовать, что их угнетают, как бы их так давят, подавляют. So they'll not be inspired. И они не будут вдохновлены. So you have to be willing to give them responsibility and let them use their intelligence. И поэтому вы должны добровольно давать им какую-то ответственность и позволять им использовать свой разум. And give them some good suggestions. И давать им хорошие какие-то вот советы. And try to show them good example. И самому показывать им хороший пример. To inspire them. Вдохновлять их. So they use all their abilities, they feel encouraged and they use their abilities and develop their abilities. Чтобы они использовали свои способности, они чувствовали вдохновение и могли даже развивать свои способности. Okay, thank you. Hare Krishna. Sri Chaitanya Charitamrita ki, Srila Prabhupada ki, Samaveta Bhakta Vrinda ki, Nittai Gaur Premanande. Я милость Прабхавишну Прабху ки.